Всем огромный привет! С вами сегодня на нашем канале ADEMS Эдуард Маркин и преподаватель Международной академии заточки ADEMS Владимир Сидоренков. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Хотелось бы понять, кто с нами здесь сегодня, и понять, слышно ли нас, видно ли нас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно ли звук, хорошо ли нас видно. Кто-нибудь? Откликаемся. В чат, пожалуйста, пишите. Без обратной реакции с вами, то есть будет очень тяжело работать, поэтому включаемся в работу и, соответственно, ставим плюсики или минусики. Так, пока друзья наши собираются с мыслями, ищут на клавиатуре плюсы и минусы, лайки, значит, хочу сказать о том, что вы получите, какие ответы на какие вопросы вы получите в результате просмотра данного вебинара. Итак, сегодня мы рассмотрим вопросы заточки грумерского инструмента. Почему затачивать грумерский инструмент выгодно? Кто будут вашими клиентами и как на этом зарабатывать? Как с помощью станков компании ADEMS и технологий, которые мы предлагаем, затачивать именно грумерский инструмент. Вы получите в процессе краткий технический обзор возможностей станков ADEMS и увидите, на что они способны. Ну и увидите тот объем ту технологическую цепочку, которую необходимо выполнять при заточке грумерских инструментов. Итак. Наша сегодня основная задача, я Эдуарда буду сегодня, как обычно, перебивать. Наша основная задача сегодня показать вам работу на двух станках фулл-драйвах и как раз презентовать. То есть мы очень много раз вам рассказывали про это, да, Эдуард, я, может быть, забегая вперед, но тем не менее. Это круг 200 мм, на него наклеена абразивная бумага необходимых зернистостей. И вот как раз мы вам сегодня и хотели показать это в действии, потому что мы много раз это очень показывали, но сегодня мы хотим показать. Давайте знакомиться. Кто никогда нас не видел, либо видел, я хочу понять, кто нас сегодня смотрит. Давайте так. Поставьте, пожалуйста, 1. Тот, кто либо только-только задумывается о заточке, вообще в принципе им интересна эта тема, либо тот, кто делает пробные шаги первые. Это, пожалуйста, поставьте цифру 1. И, пожалуйста, поставьте цифру 2, те, кто уже занимается заточкой, тем, кто уже в теме, те, кто уже понимает. Для того, чтобы мы с Владимиром повели наш вебинар максимально полезно. Потому что если здесь большинство будет заточников, то мы будем говорить о каких-то, возможно, более углубленных вещах. Если здесь большинство новичков, то мы будем говорить об азах. Пока вы голосуете, пока мы определяем направление нашего вебинара, я хочу рассказать о том, что компания ADEMS, о нашей компании, мы познакомимся. Компания ADEMS основана в 2010 году. За это время мы работаем по созданию заточного оборудования в области заточки парикмахерского, маникюрного, грумерского, медицинского, бытового, садового инструмента. То есть, в принципе, по геометрическим размерам, какой размер может сюда поместиться на станки, практически все сейчас уже инструменты охвачены. Ну, кроме, может быть, каких-то технологических, каких-то специфических каких-то инструментов. Мы работаем по 3 направлениям, наша компания. Первое направление – это именно производство, модернизация и выпуск станков. Станки поставляются более чем в 40 странах по всему миру. Следующее направление – это обучение заточки с получением документов государственного образца по профессии заточник. Вы можете обучиться в нашей академии заточки, Международной академии заточки ADEMS. Преподавателем Международной академии заточки является Владимир Сидоренков. Соответственно, непосредственно с ним он будет передавать свой опыт. После окончания этих курсов вы сдаете тест, и специально аккредитованные организации, к которым мы обращаемся, выдают вам по нашим разработанным курсам, выдают вам свидетельство о присвоении профессии заточник.
Государственного образца, да. На сегодняшний день никто не может этого предложить, поэтому на будущее вы можете смело смотреть свое будущее, на будущее в будущее, оговорился, прошу прощения. Смотреть смело в будущее, и этот диплом, это не только сертификат об обучении, но еще и документ государственного образца, с которым вы сможете либо в дальнейшем куда-то может устроиться, либо лицензироваться, либо еще что-то. Итак, ну и третье направление. Третье направление – это организация бизнеса под ключ. То есть вы можете обратиться в нашу компанию, мы вам поможем со всеми сферами. Выбрать юридическое лицо, дизайн-проекты, место расположения, оснастить мастерскую, приехать настроить вашу мастерскую в любой точке удаленно, либо непосредственно на месте, запустить вашу мастерскую, ну и, соответственно, оказать полный цикл, если вы, допустим, инвестор в этом направлении. Вот такие три важных главных момента, которые мы делаем. Итак, что у нас получилось по поводу голосования? Я вижу, наверное, 50 на 50. Видно и единички, и двойки. Да, народ у нас, люди, кто записывался на вебинар, они потихонечку раскачиваются, приходят. Многие увидят этот вебинар в записи, но тем не менее, для тех, кто досмотрит вебинар, по нашей традиции, мы разыграем очень замечательный подарок, который, сейчас мы не говорим, но кто его досмотрит, получит возможность выиграть этот подарок в конце вебинара. Поэтому оставайтесь активными, оставайтесь Кто-то, наверное, может быть, уже смотрел предыдущий вебинар и только за этим сюда пришел, за этим подарком. Он уже, так, может быть, напоминаю, друзья мои, напоминаю, что сегодняшнее мероприятие посвящено заточке грумерского инструмента. Грумерский инструмент – это инструмент для стрижки животных. Это живой блок. Да, грумерский инструмент. Итак, чтобы, вообще, Владимир, как вы считаете, чтобы затачивать грумерский инструмент, достаточно ли обладать всем тем багажом знаний, что и обладает человек, который умеет затачивать парикмахерский инструмент? Но по факту, да. Но как показывают реалии, на самом деле вот то, что делает компания ADEMS, и это опять же не просто так, мы вот, да, и подготовили и круги 200 и изготавливаем их вот, по нашим наводкам, потому что мы понимаем, что грумерский инструмент зачастую гораздо больше по размерам, нежели чем парикмахерский инструмент. Поэтому его на тех кругах, которые идут в комплекте с станком ADEMS, да, то есть ну, его неудобно затачивать. Поэтому имея тот багаж знаний, который есть у людей, но не имея каких-то дополнительных расходных материалов, это иногда делать достаточно тяжело. Поэтому вот тут как бы получается чаша весов такова, что вроде бы мы и умеем, но, по-русски говоря, корячимся, да, или же мы все-таки вкладываем какие-то минимальные деньги, да, в развитие своей мастерской, потому что, ну, цена вопроса вот такого круга по отношению к кругу 150-му 300 рублей, да, это можно посмотреть на сайте, и не так много их нужно, мы сегодня вот закатали 8 кругов. То есть получается 7 с абразивами и 1 с полированной. Ну да, подготовили абразивные круги, вот, диски на 200 для заточки. Ну, давайте поговорим еще немножко о том, вот заточники, которые здесь присутствуют. Кто-то, если специализируется на заточке грумерского инструмента, да. Вот именно нам бы хотелось понять, есть ли та аудитория, которая либо очень активно уже затачивает, либо специализируется на грумерском инструменте. Поставьте, пожалуйста, цифру 5. Нам нужно понимать также, с кем мы то есть, я так понимаю, Эдуард, вы хотите узнать у наших участников, кто зарабатывает деньги, и это является их основной заработок, именно грумерский инструмент. Да, и в том числе, ну и также в том числе, это как дополнительный у вас источник дохода, и, соответственно, нам бы хотелось с вами поговорить в прямом эфире и услышать от вас, может быть, возможно, в помощь другим, кто смотрит, как все-таки пройти и прийти к тому, чтобы зарабатывать на заточке грумерского инструмента. Выгодно ли затачивать грумерский инструмент? Интересно ли затачивать грумерский инструмент?
Потому что кто-то делает так назовем, мультибрендовую, не мультибрендовую, заточную студию, в которой затачивается все. А я знаю, кто заточники, которые специализируются только на грумерском инструменте. И довольно-таки неплохо себя чувствуют. Итак, да, если вы не затачиваете грумерский инструмент, а хотите этим заняться, то ставьте цифру 3. Нам будет тоже понятно, то есть насколько сегодня, опять же, у нас присутствуют те мастера, которые уже давно работают в этой сфере, то есть затачивают ли они, или, может быть, они вообще отказываются, то есть, ну, просто, допустим, ну, у них, может быть, нет станка full drive. Да. Смотрите, друзья, вот по чату я вижу, что напрямую, кто занимается только заточкой грумерского инструмента, нет. Поэтому тогда я уделю немножко теме, откуда все-таки, кто такие ваши клиенты будущие, потому что это разная категория людей, парикмахеры и грумеры. Ну и, соответственно, почему имеет вообще все это место быть. Ни для кого не секрет, что питомцы для своих хозяев являются очень такими близкими живыми существами, за которыми они очень хорошо следят. Собаки сейчас не дешевые, дорогие, а в период пандемии так вообще по ценникам, если проанализируете, цены на собак выросли очень хорошо. Всем захотелось живого, теплого собачьего общения. Ну, может быть, не только кто-то, может быть, рептилии покупает, кто-то еще. Мы говорим о животных, которые имеют мех и которые нужно То есть в период стричь. пандемии люди почувствовали одиночество? Да, ага. И в закрытых пространствах люди стали больше покупать собак, рынок этот оживился, ну и, соответственно, цены также на собак выросли. К чему я это все? К тому, что ухаживать за животными нужно. Рынок животных растет, особенно собак и кошек. Ну и, соответственно, выводятся новые породы, выводятся новые какие-то методы стрижки, схемы стрижки. И поэтому инструмент все больше становится разнообразным, и его нужно обслуживать. Например, у парикмахера может быть, вот парикмахерские ножницы, например, стандартные, выглядят вот так. Они меньшего размера. Грумерские, они немного больше. Достаточно больше. Зачем все это происходит? Зачем люди стригут своих животных? Для того, чтобы радовать себя, это эстетическое удовольствие, и, соответственно, спрос на заточку всегда есть. У парикмахера и у грумера разное количество инструментов. Если у парикмахера это обычно 2 комплекта ножниц, там просто парикмахерские ножницы и филировочные ножницы, и нож для стрижки, то у грумера, как правило, в среднем мы считали, проводили исследования, около 14 инструментов, которыми он пользуется одновременно. Ножницы, это мы взяли самые простые, самые базовые. 14 инструментов в среднем у одного грумера. Вот теперь посчитайте, сколько инструментов нужно обслуживать. Следующий шаг. О том, что грумерские инструменты затупляются гораздо быстрее, чем ножницы для стрижки людей. И вопрос, также, почему? Во-первых, объем шерсти, назовем так, объем снимаемых волос, он отличается у животных, и, соответственно, износ быстрее происходит. Второй момент. Не всегда возможно досконально вычистить и вымыть собаку, вычесать ее, потому что внутри все равно остается что-то, что очень затупляет инструмент. Это могут быть и мелкие камушки, это может быть какая-то грязь, песок, пыль, который быстрее тупит. В среднем парикмахер затачивает ножницы раз в год, а грумер затачивает раз в 2-3 месяца. Это данность. Поэтому если вы сконцентрируетесь на заточке именно грумерского инструмента и пропиарите себя, достигнете своего мастерства в этом вопросе, то у вас будет преимущество именно по количеству инструментов. Да, немножко тяжелее затачивать грумерский инструмент, они более требовательные все-таки грумеры. И в плане того, что не каждая машинка после заточки стрижет животных. Но каждая машинка стрижет человеческие волосы после заточки по принципу заточки грумерских ножниц. Да? Правильно я говорю, Владимир? Да. Итак, поэтому рынок грумерский, он большой, он растет. И, соответственно, кто сейчас сядет в лодку и начнет активно грести веслами, успеет догнать тот уходящий рубль, который уходит конкурентам. Что еще? Для того, чтобы качественно заточить, нужно обучиться. Обучиться вы можете самостоятельно, но это долго. Найти наставника, но опять же можно ошибиться. Либо
можно обратиться в Международную академию заточки, и гарантированно вы получите те знания, Владимир вам их передаст, без утайки, без всего. Вы получите рабочую тетрадь, вы получите много всяких лайфхаков, которые вы возьмете с собой. Ну и не забывайте про дипломы государственного образца, при котором вы получите профессию точника. У меня возникает вопрос к нашим участникам. Вот сейчас я смотрю, у нас уже достаточно, побольше, да, подключилось участников, то есть кто-то опоздавший. Вот у меня к вам вопрос. А все ли вы, те, кто являются уже действующими мастерами, проходили обучение? Или же вы все-таки самоучки? Если вы самоучки, поставьте единичку. Если вы проходили обучение, не в нашей международной академии, а где-либо еще, поставьте двоечку. То есть, чтобы нам тоже было понятно, насколько вот вы именно подошли профессионально, либо вы все-таки были на тот момент, когда начали этим заниматься, некими уникумами. Да, то есть, как говорится, в наше время. Вот, поэтому нам просто будет это интересно, если вы поставите единичку те, кто не проходили, и двойку те, кто проходили. Почему мы все-таки настаиваем и предлагаем, рекомендуем обучаться? Потому что, все понимают, что профессионалов в этом вопросе сегодня в России, и в мире не так много. Те люди, которые сейчас очень хорошо этим владеют, то есть у них у всех сливки. Конкуренция минимальна в этом секторе. Действительно знающих и понимающих людей в этом вопросе очень мало. Поэтому, как говорится, изучайте либо самостоятельно, либо с помощью кого-то или чего-то, но это нужно растить свой уровень мастерства по заточке грумерского инструмента. Так что квалифицированных специалистов их не хватает, их мало. Это же понятно, то, что если вы проходите обучение и получаете навык, то есть вы экономите огромное количество времени. Да. Вы экономите на старте, то есть с покупкой инструмента, да, то есть оборудования, потому что человек, которому, допустим, понравился какой-то маркетинговый ход компании, да, которая торгует оборудованием на рынке, и он просто накупил это все, а потом в концовке прошел обучение и понимает то, что мне это не нужно, а нужно только эти 3 станка из тех 5, которые я взял. Поэтому вы экономите время и деньги. Итак, напоминаю, сегодня заточка грумерского инструмента. Мы сегодня будем затачивать ножницы прямые ножницы, 7, да, у нас дюймов. Это, так скажем, недорогой сегмент ножниц, который можно использовать. После заточки мы также здесь, она уже есть нанесена микронасечка, но мы ее, естественно, в процессе заточки снесем и восстановим. То есть это тоже мы вам покажем. То есть также мы вам покажем, как затачивается именно на 220-й планшайбе, потому что у многих тоже интересует стартовый пакет оборудования, да, когда покупают. Да. Можно ли затачивать на планшайбе 220 мм. То есть получается, если не заточка, не нанесение микронасечки на станке, то в принципе для обслуживания грумеров достаточно одного станка ADEMS Full Drive с увеличенной планшайбой на 200 мм. И эта планшайба устанавливается также на один станок для заточки ножей парикмахерских машинок и грумерских машинок. Какая-то расходка, какие-то опционы тоже под каждый случай, под умение, под все это нужно. Но базовый стартовый набор, в принципе, можно сделать на full драйве. И мы как раз покажем сегодня, только без микронасечки, покажем именно, как это делается. Итак, в сегодняшнем обзоре, в сегодняшней заточке участвует у нас станок ADEMS Full Drive. Это два идентичных станка с установленными разными планшайбами для заточки ножниц, для заточки ножей парикмахерских грумерских машинок. И станок ADEMS Pro 2 с установленным кругом для нанесения микронасечки. Итак, все это вы можете приобрести на нашем сайте, заказать, проконсультироваться по телефонам, которые указаны на нашем сайте. Ну что, Владимир? Я бы хотел также всех наших участников, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте нам их в чат, потому что в течение нашего сегодняшнего вебинара мы будем отвечать на эти вопросы. То есть, я буду затачивать, да, Эдуарду будут эти вопросы
ну, как бы комментировать. Я буду администрировать, отвечать на ваши вопросы и, потому что, помогать. Ну, давайте, Владимир есть, будет как затачивать. бы, чтобы у нас все-таки наш вебинар проходил, как говорится, не в одни ворота, то есть чтобы нам было поинтереснее, поживее, поактивнее, потому что мы вам сейчас накидаем одну информацию, а на самом деле вас интересовала другая информация, и нам нужно тоже понять, то есть, что вас все-таки интересует. Вот, что я одеваю, как всегда, свой замечательный респиратор, потому что я призываю к тому, чтобы вы защищали свои легкие именно в процессе работы. Понятно, что там опять же это вытяжки, ну как бы, да, многие там устанавливают или что-то, но все равно первичная вот эта пыль, первичная взвесь, она как раз, какие бы вы вытяжки не ставили, там мощные или какие, она все равно может ускальзывать. Вот, я сегодня забыл очки строительные, я взял профессиональные велосипедные очки со сменными фильтрами, рекомендую. Да. Такая легкая реклама. Так, Владимир, к какому мы результату придем и, соответственно, как мы будем тестировать хорошо проведенную качественную работу? Ну, у нас есть человеческий волос, у нас есть волос, ну, скорее всего, это собака вперемешку с кошкой, такой уже скорее некий валенок, да, то есть, ну, тем не менее, я могу его так вот легко достаточно распушить, и на этих вот мы проверочных материалах будем это проводить. Ну, соответственно, на ножевой блок мы будем проверять на мехе для проверки компании вот, Moza. есть специальная машинка, профессиональная машинка. Эндис для стрижки животных. Вот у нас все здесь приготовлено, поэтому в процессе работы, для того, чтобы максимально было вам полезно, пожалуйста, задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить. Сегодня обзор он базовый. Базовый, обо всем мы не сможем рассказать, но какие-то вещи основные мы постараемся вам довести. Ну что, начнем с заточки ножниц. Да. В заточке ножниц будет использован. Пока Владимир разбирает. Также у нас, я сейчас вот, да, прям буквально прокомментирую, то есть, как и Эдуард сказал, то есть мы сделаем, то есть первично базово покажем на прямых, да, грумерских ножницах, то есть с классическим углом заострения. Также у нас есть еще ножницы, так называемые шанкеры, они отличаются от обычных филировочных ножниц тем, что у них вершины зубца, то есть площадка увеличена. И то есть вот по этим ножницам я также хочу, ну, если у нас останется время, я думаю, что останется, именно тоже покажу, как наносится на них микронасечка. Вот, то есть сейчас я пока ножницы эти откладываю в сторону, то есть вот опять же ключик, который идет в комплекте с ножницами, я им сейчас разбираю. Отвечая на вопрос Дениса, в продаже тестового меха у нас нету. Да, вот видите, Эдуард, оказывается, что интересовало первого из участников нашего вебинара, как который тестировать? нам задал вопрос. Ну, можно тестировать это, ну, я вот не так давно, будем говорить, попросил очень аккуратно у своей сестры старую, затхлую, такую уже уставшую шубейку, которую можно было уже выкидывать. Но вот, да, на шубе я это, собственно, все проверил. Вот, мы разобрали ножницы, то есть вот у нас есть, опять же, такой специализированный ключик, который в комплекте идет с ножницами. То есть сейчас мы устанавливаем угол заточки, и я буду приступать. Вот. То есть опять же, Эдуард нам сейчас еще что-нибудь расскажет. Вот. Перед вами здесь показаны два манипулятора на разных станках. Здесь уже опционный держатель двусторонний для правши и левши, сделаны в одном держателе. Предыдущий держатель и манипулятор, он выглядит вот так вот. Ну да, он, вот этот манипулятор мы уже, держатель мы про него говорили, да? То есть им удобно, он работает в одной оси, то есть здесь он по оси ножницы чуть-чуть при формировании угла заострения конвекс, он немножко гуляет. Начну я с абразива P320, то есть как бы абразив нанесен на
обычно жесткое основание, но также сразу оговорюсь, да, у многих уже возникали вопросы, и прежде чем начать, я все-таки уделю этому внимание, там буквально 30 секунд. Если же абразив вас, ну, как бы будем говорить, раздражает при работе, ну, такое появляется лязгание, да, по металлу относительно металла, то можно наклеивать всевозможные разные подложки. То есть кто-то использует, например, такие лайфхаки, как материал там для мышки под компьютер, да, то есть наклеивает, она достаточно тоненькая, плотная и снимает вот это вот биение. Ну, то да, есть, зависит от предпочтений каждого да, поставщика. да. То есть я, Хорошо. например, рекомендую, ну, то есть если человек там, ну, скажем так, есть возможность заказать или даже найти какой-нибудь старый кожаный плащ, например, это самый такой простой вариант, то есть именно закатать это кожей, потому что кожа удобна тем, то, что ее можно обрабатывать ацетоном, то есть она стойкая, да, у нее не будет махриться края, вот. Ну и, соответственно, когда вы наклеиваете на нее абразив, от кожи достаточно легко его снять. Вот. Поэтому это на самом деле такой насущный как бы момент, если, допустим, человек работает именно абразивной бумагой, просто такой вот листовой. То есть не те круги, которые продаются уже готовые, с подложками, да, то есть они и стоят как бы чуть дороже денег. Но вот именно как устранить вот эту вот вибрацию, как биение, это моя вам рекомендация. Ну, потому что уже многие очень спрашивают, и постоянно как бы молчать об этом я не буду. Вот, то есть у нас нужно опять же обращать внимание то, что у нас есть здесь буртик, да, и также я рекомендую, прежде чем начинать, то есть сделать отметку на полотне по задней поверхности, то есть для того, чтобы понимать, где оно у нас закончится. Обратите внимание, то есть при всей длине полотна ножниц, и мы взяли сейчас 200-й круг, оно все равно выпирает за центр окружности. То есть поэтому я чуть-чуть смещаю вот сюда вот в бок и буду делать вот такие вот телодвижения, то есть чтобы вращение было из-под режущей кромки. Все, я готов. Я поехал, как говорится, затачиваю. Если возникают какие-то вопросы по ходу. Да, как устанавливается угол, какой угол выбирается? Ну, в данном случае угол заострения я выбрал. На держателе я установил 35 градусов, то есть в реале это 55. Вот. Я причем знаю то, что то есть, ну, все, уже заусенец появился, то есть в принципе я могу убрать уже этот круг, вот, и брать уже следующий. То есть, соответственно, каким образом вы поймете, то есть, ну, да, вот. Предназначение угла заострения, так как у нас, я еще раз вот повторюсь, и я уже говорил, то, что грумеры в основном работают с прямыми срезами, они исключают работу под скользящие срезы, да, то есть поэтому, ну, я ставлю не совсем острые углы. То есть угол заострения 45 градусов, наверное, я бы просто не использовал. Вот, то есть это был абразив следующий P600, сейчас у нас P800, и так мы дойдем до P2500. То есть абразивы новые, когда абразивы новые, если вы делаете небольшое, ну, скажем так, минимальное давление, то они не так быстро забиваются. Вот. И если вы, допустим, ну, скажем так, со временем хотите продлить им срок службы, я беру обычный ватный диск, опять же на него наношу ацетон и просто-напросто устраняю вот этот вот весь, ну, будем говорить, засал, да, то есть это ну, некая металлическая пыль, которая забивает абразивы. Вот, поэтому я иду достаточно быстро в плане перекидывания, то есть если вы видите, то есть это происходит прям буквально 2-3 движения, то есть туда-обратно. Вот, да, аккуратнее, Эдуард, я научился не волноваться. Ну да, вот здесь даже видим, когда абразив становится мельче, у нас получается даже звук при заточке, он становится тише. Да, значит, он в любом случае, ну я говорю, да, в любом случае сейчас будет такое небольшое лязганье, вот, оно кому-то будет ну, в процессе работы немного неприятно, но тем не менее, я говорю, как вот от него можно избавиться. Вот.
То есть можно делать вот такие вот перекаты. Да, можно показать покрупнее, то есть тем, кто... Да, то есть перекатики я делаю, потому что режущая кромка все-таки имеет небольшую дугу. То есть я сейчас сразу беру, достаю полотно, то есть по факту оно у меня готово. Ну, я не думаю, что, ну, не знаю, как бы будет ли у нас такая вот макросъемка. Да, вот я сейчас вижу хорошо. Вот она появилась, такая вот фасочка, да, которая, в принципе-то, и должна была появиться. То есть она достаточно однородная по высоте. Вот, то есть это полотно у нас готово. Теперь мы берем следующее, то есть угол. Нужно ли делать микроподвод, спрашивают нас? Микроподвод, ну здесь это да, на усмотрение. То есть так как здесь, ну вот я смотрю, что по наличнику толщина полотна очень невысока, и получится, что высота фаски, она тоже будет очень маленькой. И поэтому, если я сделаю угол заострения, допустим, там 45 градусов, а потом это все сделаю там микроподвод с изменением угла, ну, я не знаю, при такой маленькой высоте фаски микроподвода там по факту как такового-то и не будет. Но это каждому, как говорится, свое. То есть это нужно, ну, будем говорить, пробовать. Я работаю с классическим углом заострения без микроподвода. Пока Владимир затачивает второе полотно, я прошу, друзья мои, скажите, пожалуйста, а как вы затачиваете, если не на станках ADEMS? Напишите, пожалуйста, поделитесь, как кто затачивает, как вы выполняете заточку грумерских ножниц у себя в мастерской. Нам будет очень интересно. Кто-то затачивает, кто-то не затачивает, кто-то затачивает, я не знаю, там, на точилах, кто-то на станках, может быть, станках конкурентов, либо станках компании ADEMS. Ну, хотелось бы узнать ваше мнение, как вы решаете этот вопрос. Поэтому, пока мы затачиваем, мне бы хотелось очень подискутировать на эту тему. Итак, пока у нас идет второй круг, сейчас третий. Всего у нас в технологии заточки используется 7 плюс 1. 7 плюс 1. 1 это у нас полировальный. Да, да? это кожа. Это кожа. Она будет в конце, то есть мы сейчас сделаем заточку по передней поверхности, заканчиваю я на абразиве P2500. И, соответственно, потом уйду на водный камень, сделаю, ну, устраню заусенец и потом сделаю полировку, опять же, по передней поверхности, то есть до конца его доустраню. И, собственно, ножницы будут готовы. Вот. То есть, ну, опять же, когда вы делаете заточку парикмахерских ножниц, я бы всегда хотел обратить внимание на начальное вот это, на первичное касание. Грумерских. Да, и вообще любых, принципе, да, любых, потому что когда вы, ну, во-первых, у нас на краю круга скорость выше, да, то есть чем к середине, и есть вероятность, что вот сюда ближе к бортику мы можем просто проточить именно вот эту фаску, да, то есть снести по передней поверхности. Да. И, как правило, это одна из таких вот грубейших ошибок, то есть когда мы имеющуюся уже поверхность поддержки по, ну, как бы, ну, то есть площадь поверхности поддержки, мы ее можем просто снести, сточить. Поэтому вот на это вот обращайте внимание. Ну и второй момент, это опять же не надо задирать полотно ножниц высоко в момент как бы вот именно прорабатывания, да, скольжения по самому кругу, потому что если мы его просто снесем в вершину, то потом нам придется, то есть, либо укорачивать бампер, да, либо укорачивать кольцо. А это чревато тем, что если там это уже сделать нельзя, то нам придется укорачивать ножницы. А иногда не все парикмахеры пойдут на такое, то есть ему нужны очень длинные. То есть, ну все, я заточил, то есть сейчас отправляюсь на водные камни. Вот. То есть, соответственно, так как это ножницы новые, вот, ну, мы не брали, к счастью, у наших клиентов,
Вот, поэтому я беру абразив P3000. То есть у нас он в продаже это Суихиро, оно достаточно широкое, да, то есть мы специально именно всегда рассчитываем на то, что можно работать и с грумерскими ножницами, и с парикмахерскими ножницами. Вот. Ну, также вы можете, опять же, нам в чат написать предпочтение тех абразивов, которыми вы пользуетесь, потому что, ну, нам тоже интересно все-таки, чем дышит народ в других мастерских. Ну, может быть, мы что-то кому-то предлагаем не то, да, то есть для нас это тоже очень важно, потому что, ну, исходя из рынка, Да. то есть вот мы остановились пока на Ну, этом выбор бренде. водных камней на самом деле он очень большой. Есть камни эконом-класса, есть середнячки хорошие, есть премиум камни. Сейчас в связи с пандемией поставка водных камней немножко нарушена, но думаю, все наладится. Тем не менее, каждый камень любого производителя выполняет свою задачу, которая на него возложена. Просто все зависит от связки и абразива, и таким же образом расход камня может быть разный. Ну и все-таки на премиальных камнях, а Суихиро не относится к премиальным камням, то есть это очень уверенный, хороший середнячок. На нем можно долго работать, но, как правило, более опытные, которые уже много лет работают, переходят на более дорогие профессиональные камни. В ассортименте нашей компании они тоже появятся, как только наладятся поставки из-за рубежа товаров. Пока сейчас все это очень затруднительно. Вот, два полотна поверхность поддержки проходят на водных камнях. Да, есть определенные неудобства, когда мы работаем вот с такими длинными полотнами, то есть нам приходится задействовать там чуть ли не все пальцы обоих рук, потому что полотна очень длинные, вот, и в этом есть тоже определенные неудобства. Все, я на водных камнях отработал, то есть заусенцы я все, ну, по крайней мере, по задней поверхности я убрал. Теперь мне необходимо, то есть сменить, ну, убрать абразивы, вот, и я устанавливаю вот такой вот кожаный круг. Ну, то есть мы уже ранее комментировали, вот, в наших предыдущих вебинарах, то есть то, что мы используем нубук, вот, то есть при полировке, ну, опять же, если, допустим, спрашивают, то есть изменяю ли я угол заострения, нет, я его не меняю, то есть единственное, что я уменьшаю скорость вращения, то есть чтобы мне проработать именно вот саму переднюю поверхность. То есть так как кожа у меня без нанесения каких-либо полировальных паст, то есть по факту я вот именно такой механической работы самой кожи я делаю, именно устраняю заусенец с вершины режущей кромки. То есть долго здесь особо елозить не нужно. Вот, то есть я это, допустим, сделал. И, соответственно, сделал вот сейчас со вторым полотном. Вот, ну, понятно, что, да, то есть обращаю внимание, то есть когда вот вы устанавливаете, да, сейчас я Владимира попрошу, нашего вот помощника, поприблизить, то есть мне просто, опять же, иногда задают вопрос, то есть каким образом полотно должно находиться в самом держателе. То есть я вот обушком как бы касаюсь вот этой вот площадки, но сам весь вот обух, да, до вершины, я его наклоняю чуть в сторону, ну, будем говорить, в сторону круга. То есть, чтобы у меня режущая кромка была параллельно ручке держателя. То есть, тогда мне удобно будет ее, ну, само полотно опускать на сам круг, и у меня не будет подниматься высоко плечо, то есть вот, ну, то есть у меня не будет такого вот глубокого как бы подъема локтевого. Поэтому, ну, опять же, мне просто вот тоже недавно задавали вопрос, и я вот сейчас, пользуясь случаем, просто отвечаю на этот вопрос. Потому что многие, ну, как, опять же, да, покупая станки, да, понятно, что там есть паспорт в станке, да, то есть как бы кто-то там теоретик, кто-то все-таки больше практик, и многие, наверное, не всегда понимают, как, ну, даже вот такая простая как бы тематика, казалось бы, да, но у многих это тоже возникают большие вот вопросы по отношению к просто установке. Ну вот, то есть у меня сейчас ножницы заточены, вот.
То есть У нас перед есть тем... несколько вопросов. Владимир, как вы Да. относитесь к тому, чтобы мы на них ответили? Вообще в легкую. Как вы вводите линию поддержки на изогнутых ножницах? Денис задает нам вопрос, Денисов. Вот, дальше у нас есть вопрос, как прижимать к камню длинное полотно и как распределять давление на полотно. Смотрите, По порядку. Да, по порядку будем отвечать. Есть ответы Владимира. Если мы говорим про ножницы, которые изогнуты, у них есть уже заводом-производителем сформированная поверхность поддержки. Как правило, я стараюсь ее просто не снести. Делаю заточку по передней поверхности, то есть у меня вылазит заусенец, и вы можете воспользоваться, ну, допустим, не водным камнем, а каким-нибудь, допустим, ну, тем же жестким деревом, ну, возьмем там тот же бук. Вот, нанесем на него алмазную пасту и по факту как бы сделаем такую вот проводочку, то есть чтобы устранить этот вот заусенец. Но иногда, если мы очень торопимся, либо если мастера нам говорят, что им в принципе режущие кромки для скользящего среза не совсем нужны, то есть мы можем просто заточить, опять же, дойти до мелкого абразива, и уже после того, как заусенец практически сам по себе, ну, скажем так, слетел, вот, и мы можем просто в момент смыкания просто срезать этот заусенец. Либо, ну, самый простой и действенный способ, то есть, ну, как бы вот руками, то есть пальцами рук просто убрать этот заусенец. То есть даже, наверное, больше вот именно таким вот способом я пользуюсь. Ну, потому что изогнутые ножницы, у них напряжение достаточно большое в момент смыкания, и режущие кромки получают очень хорошую нагрузку. То есть по факту, ну, я не повторяю поверхность поддержки. Вот. Может быть, кто-то скажет, ах, вот вы там портите ножницы. На самом деле, поверьте мне, я уже много лет работаю с грумерами, никто плохого про это не сказал. То есть это достаточно такая нормальная практика. Так, ну вопрос по расположению, как прижимать к камню длинное полотно. Вы имеете в виду, ну, как я сейчас прижимал, но в принципе как и стандартные укороченные ножницы, только единственное, что я вот сейчас, ну, попрошу нашего помощника Владимира, то есть вот оно располагается таким образом, то есть единственное, я очень, ну, слежу за тем, чтобы у меня, ну, скажем так, глубоко сам сустав не выходил с водного камня, то есть чтобы у меня вот этот излом не произошел. То есть я опять же могу, ну, процентов там 20-30 вынести вершину с водного камня. То есть плохого я здесь ничего не сделаю, но обязательно нужно вот этот вот край водного камня, его обязательно нужно подтыловывать, то есть чтобы в него не врезалась сама площадь, ну, как бы площадь поддержки. Вот, поэтому, ну, вот таким образом мы двигаем. Единственное, что, ну, пальцы, опять же, я говорю, можно добавить вот этот вот палец правой руки и расположить 3 пальца уже левой руки. Тогда вы можете, ну, вот сейчас меня Владимир там покажет, вот примерно вот так. Но это все нужно делать аккуратно и желательно не торопясь, потому что если вы будете куда-то спешить, вы просто закруглите поверхность поддержки и все, привет, резать ножницы не будут. Вот. Так, ну что, мы дальше микронасечку Нам нужно, наносим? да, нанести микронасечку. Вот здесь вопрос, опять же, зачастую, когда приходят к нам парикмахеры, то есть они спрашивают, куда ее наносить. То есть, ну, допустим, вот мы представим, что ножницы в собранном состоянии. Как правило, то есть работают вот таким образом. И все стараются наносить именно микронасечку на полотно, которое идет под 4 пальца. Как показала практика, и опять же для удобства, мы в последнее время наносим именно микронасечку на полотно под большой палец, то есть это то полотно, которое находится постоянно в движении. То есть здесь получается, что оно как бы, ну, вот это вот полотно, оно находится в постоянном падении. То есть не наоборот, что здесь вот, да, микронасечка, что типа здесь волосы задержались и оно упало. То есть иногда, ну, это неудобно. Ну, как говорят опять мастера. То есть по большому счету здесь уже вы из общения с клиентами можете вынести, ну, само техзадание, то есть для себя. Но я нанесу именно сейчас на полотно, которое идет. Так, для нанесения микронасечки нам потребуется станок ADEMS Pro 2.
Я вот так вот сейчас, да, сяду боком. Вот, попрошу опять же нашего видеооператора поближе. Вот так вот. Вот, тут у нас свет, да, пожалуйста. Включен, да, станок? Станок работает. Ага, все. Да, свет. Угу. Вот, ну это так, чуть-чуть, то есть, чтобы оно подсвечивало и чтобы мне было видно. Ну, я сделал прям вот буквально перед началом вебинара вот такую вот удобную подложку из куска изолона, который идет в комплекте со станком. Здесь мы никаких держателей не используем, и, как правило, после заточки, то есть что мы делаем? Мы наносим именно на саму вершину, поэтому нам сильно острый угол атаки, то есть как бы его необходимости делать не нужно. Те, у кого... Количество да. оборотов какое выставляем? Я выставляю 1600, 1500, то есть вот в этом диапазоне. И обязательно, то есть вот этот вот круг, его необходимо, ну, то есть нанести на него какое-то масло, да, то есть я опять же использую масло, которое у нас идет в комплекте с планшайбой, то есть со станком, либо фронтплейтом, либо в наборе для full драйва. Так вот, полотно длинное, здесь круг 80 миллиметров, но это будем говорить стандартное, как бы, да, у нас, то есть поэтому нам нужно сделать, как бы, ну, то есть именно вот такую вот проводку, потом перекинуть его и доделать до вершины. То есть кто-то делает наоборот, сначала делает с вершины, потом перекидывает в обратную сторону. То есть мне удобнее начинать от буртика, то есть от начала режущей кромки, и заканчивать на вершине. Но здесь нужно опять же понимать, то есть чтобы у нас руки не дергались, чтобы у нас был один и тот же угол подачи, то есть, ну, соприкосновение с кругом. То есть вот таким вот образом мы делаем касание. Буквально делаем проводку в сторону вершины и заканчиваем. То есть у меня получается вот этот отрезок я проработал как вторым касанием. Но если взять, допустим, тот же самый микроскоп и посмотреть, то есть когда, ну, будем говорить, уже рука поставлена, то есть делается это там не один раз, я уже это делал, да, вот. То есть, соответственно, здесь получается, что вот здесь мы даже этого перехода просто не увидим. То есть, вот таким образом я нанес микронасечку. Вот, не отходя от круга, пока он у меня включен, то есть вот, допустим, зачастую вот такие вот шанкеры приходят уже после того, как с них снесли микронасечку, и вот у этих вот шанкеров, так как у них вершина очень большая, то есть я опять же рекомендую все-таки задуматься о приобретении такого круга. Вы его можете посмотреть на сайте компании ADEMS, ну, как бы, то есть вот это можно делать и без разбора, то есть и тем более здесь вот это вот расстояние как раз практически там 80 миллиметров, ну где-то 77. То есть я это сделаю за одно касание. То есть касание, я обращаю внимание на появление масла. Все. То есть, ну, покажу опять же вот, то есть если будет видно, ну, микронасечку, наверное, нужно делать макросъемку, вот, то есть она очень так качественно, да, очень хорошо, ну, вот мне, да, показывает, чтобы я покачал, ну, тяжеловато, наверное, видно, нет? Да, мне говорят, что видно. Ну, вот микронасечка здесь легла, а здесь, соответственно, тоже вот она легла. Ну, то есть после того, как мы нанесли микронасечку, я рекомендую, настоятельно рекомендую пройти на водный камень. Ну, значит, мы это и сделаем. Вот. То есть, если опять же появляются какие-то вопросы, вы их задавайте, потому что здесь, ну, пока мы здесь сегодня, как говорится, и сейчас, вот, мы обязательно вам на них ответим. Потом это будет уже, что? Правильно, полотно. Вот. Ну, это я так шуткую. Вот. Но на самом деле в каждой шутке есть доля шутки, остальное все. Направление вращения круга. На режущую кромку.
Таким образом, заусенец вылазит именно на внутреннюю часть, то есть на заднюю поверхность. И вот потом я его вот таким вот легким движением устраняю на водном камне. Вот. То есть, соответственно, я сейчас готов буду это все собрать и показать, как это все будет работать в действии. Ну, после того, как вот вы разбираете сами ножницы, обязательно складывайте вот эти вот все прокладочки в отдельные коробочки. Ну, это я опять же настоятельно рекомендую, чтобы вы потом не бегали за ними и не искали их на полу. Вот. Что зачастую опять же происходит. Тут прокладка металлическая, мы ее устанавливаем пипкой кверху, назовем это так. Вот так вот. Отвертка магнитится. Оп, отлично. Вот, ну и теперь уже накидываем винтовую Собираем, пару. регулируем натяжение, смазываем. Да, обязательно смазываем, то есть и делаем. То есть вот сейчас я перетянул, да, ну понятно, что они зафиксировались. Сейчас мы их чуть расслабим. Вот. И обязательно сейчас проверим, протестируем на нашем замечательном материале под названием, ну, будем говорить, валенок, да. Вот, ну вот возьму ту же самую вот эту вот собачатину, то есть я вот так вот подготовил здесь, Владимир, вот так вот я сейчас положу. Ну вот у нас происходит то, что у нас сейчас в данный момент микронасечка нанесена вот на это вот полотно, вот на это вот полотно. Ну, рез я буду делать вот такой вот сверху вниз. То есть, соответственно, вот мы видим, что никакого вообще абсолютно соскальзывания с режущей кромки просто не существует. Вот, ну я прям взял действительно такой свалявшийся клок. То есть это все понятно, что перед началом мастера-грумеры, то есть вот оно, то есть вершина. Оп, все, никакого, ну, никуда волос не спадает. Ну, если мы будем говорить вообще про человеческий волос, то здесь, как правило, никаких даже намеков на то, что он куда-либо поползет, не произойдет. Вот, то есть это мы вот сейчас сделали заточку. Так, Владимир, проходите сюда. Да, грумерского инструмента под названием прямые ножницы, соответственно, с нанесением микронасечки. То есть сейчас, что я уже хотел бы перейти к заточке ножевого блока. Или вы что-то, Эдуард, хотите Я сказать? сейчас буквально подготовлюсь к ответу на следующий вопрос, а вы, пожалуйста, Ага. затачивайте и готовьте планшайбу. Ну, планшайбу, опять же, перед началом вебинара мы ее подготовили, то есть нанесли оксид алюминия F240, то есть это, опять же, штатный порошок, который идет с самой планшайбой. Вот, то есть у меня также в комплекте всегда идет магнит, который удерживает. И Да, я думаю, надо покрупнее взять, Владимир. Подойдите поближе, вот так вот. буквально, да, на станок, чтобы это все было видно. Да, то есть, ну, как бы вращение я здесь делаю по часовой. Вот, обороты сейчас я поставлю, ну, вот прям ровно 1500. Вот, и сейчас буду делать... Затачиваю я обычно всегда с двух рук. И, собственно, вот сейчас это все у нас произошло. Вот. Сейчас я попрошу наших помощников, если это возможно, найти сухие салфетки, потому что они мне пригодятся. Вот. И для того, чтобы потом это все промыть и аккуратненько это все вытереть. То есть однородное пятно контакта у меня получилось здесь вот на этом ноже, но я хочу для пущей уверенности еще сделать один прогон. Напомню, планшайба имеет 220 мм диаметр. Вот, тут же я сразу беру плавающий нож. Ну и, собственно, его собираю.
точнее не собираю, а затачиваю. Я немножко заговорился. Вот. Если есть какие-то вопросы в процессе заточки, также вы можете их задавать. Вот. Затачиваем это опять же все до однородного пятна контакта. Ну, это обыкновенная процедура. Угу. Вот. Сейчас у меня там небольшое вот пятнышко осталось на задней поверхности. Вот, ну все готово. Теперь наша задача для того, чтобы нам это все собрать, ну вообще перейти к сборке, нам желательно это все промыть. Вот, ну промываем мы в обычной проточной мыльной воде, то есть и, соответственно, вытираем сухой салфеточкой. Есть у нас таковая? Да, сейчас найдут. Ветошь пока можно использовать. Да. Вот, ветошь пока можно использовать. Сейчас я ее возьму. Угу. Вот такая вот замечательная у нас маечка. Чья-то раньше была. Вот. То есть это мы протерли. И это мы собираем. То есть я сейчас сделаю опять же сборку после заточки, после планшайбы, если меня что-то в дальнейшем не устроит или мне не понравится. То есть у нас, ну опять же, я рекомендую иметь в арсенале доводочную чугунную плиту. Вот. То есть когда вы понимаете, что вам нужна какая-то более тонкая работа, желательно, вот, ну, кстати, можно еще, да, немножко тороплюсь, то есть можно убрать заусенчик такими вот легкими движениями. Кто-то этого не делает, то есть как оно есть, сразу собирает, и по факту, как показывает практика, это работает тоже достаточно все хорошо. Вот, сейчас собираю. Помощь в виде... О, да, спасибо огромное. Вот, сейчас собираю, регулирую высоту. Ну, понятно, что плавающий нож должен быть внутри фиксированного. То есть тут опять же кому как нравится, я имею в виду, вы можете это спрашивать у клиента. То есть насколько они должны быть высоко относительно фиксированного ножа. Ну, я имею в виду зубцов. Вот. Да. Так, ну, Владимир, пока вы собираете нож, я отвечу на вопрос. Да, пожалуйста. Да, все, я уже нож собрал. То есть, по Итак, большому смотрите, счету... друзья, вот есть такой станок, называется он ADEMS Pro 2. Что он из себя представляет? Это усовершенствованная модель станка ADEMS Pro, но это увеличенной мощности двигатель. Вот. Далее он проходит глобальные переработки внутри, этот станок. К нему имеется возможность подключения частотного преобразователя для изменения вращения и реверса. Ну и далее, значит, подробная статья о том, как мы превращаем обычное китайское точило в хорошее точило, на котором можно зарабатывать деньги. У нас буквально на днях выйдет на нашем сайте, и вы, соответственно, сможете убедиться, что мы не зря берем деньги за этот станок. Что значит, что дальше? Станок это универсальный, он может использоваться как обычный станок для заточки ножей и ножниц базовой комплектации. Также он может использоваться для нанесения микронасечки, для хонингования и для заточки маникюрного инструмента. В зависимости от установленных сюда различных приспособлений и кругов достигается нужный эффект. Отвечая на вопрос, могу сказать так. Можно ли поставить на этот станок с одной стороны микронасечку, с другой стороны приспособление для хонинга,
Ну вот наглядно, более чем, я вам сейчас продемонстрирую, что можно. Таким образом, имея в мастерской вот такой станок, на одной стороне, либо на двух, вы можете через систему профиксов устанавливать круги различной зернистости, диаметров, в зависимости от необходимых выполняемых операций. И, соответственно, затачивать, выполнять хонингование, в том числе и прямых грумерских и парикмахерских ножниц, то есть делаем выборку по внутренней поверхности ножниц. Вот в такой комплектации по ценам, по всему вам нужно будет обращаться в отдел продаж по номеру телефона, поэтому здесь мы цены сейчас не называем. Таким образом, ну или в чате вам могут в личку ответить наши помощники. Круг для микронасечки, устройство для хонингования. Вот так вот примерно оно выглядит, не примерно, а более. Мы покажем. Существуют также, ну, они у нас, эти устройства все модернизируются постоянно с каждым выпуском, поэтому мы добавляем что-то где-то, как-то. Поэтому вот так вот выглядит. Цены все на сайте. На нем есть оригинальный наш логотип, который защищает это устройство от подделки. Все, надеюсь, я на вопрос ваш ответил. То есть к базовому станку нужно докупать различные опционы. И, соответственно, вы в направлении, куда вы двигаетесь, вы можете либо в маникюрку, либо в парикмахерский грумерский инструмент уйти и оснастить свой станок многими. То есть это очень универсальный станок превратился. Так, ну что, продолжаем? Да, заточку я сделал. Теперь моя задача, да, вот туда. Теперь моя задача взять вот этот вот проверочный инструмент в виде вот этого материала и отнять машинку нашу замечательную профессиональную. Вот, то есть она у нас включена. Сейчас я ее вытяну для того, чтобы мне было удобно. Ну и вот я теперь беру и вот смотрите, то есть очень легко после заточки, вот под самые прям, ну то есть это по факту как бы идет единичка, то есть это будем говорить, то есть ну когда там животному нужно подстричь, там особенно кошек, да, под 0, вот, то есть вот я легко как бы ну захожу в самый низ и вот делаю такое вот движение, то есть и вот все достаточно чисто, довольно-таки уверенно. Да, довольно-таки уверенно, то есть это все происходит. Если необходима, допустим, более качественная, более точная доводка, то есть, опять же, я рекомендую чугунную плиту притирочную и, соответственно, с ну, алмазными пастами, да, то, с чем работают. Я просто могу уточнить, то есть, если у нас еще время, то есть, если людям необходимо, я могу просто показать, как это делает, потому что ну давайте мы зададим вопрос. Нас смотрит не один десяток человек. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто бы хотел, чтобы мы рассказали о доводке ножей на чугунной плите. Ну и если вам это не интересно, мы не будем тратить на это время, ну и не будем рассказывать. Пока вы голосуете, итак, плюсик, кому интересно заточка на чугунной плите, минусик, кому это не интересно, мы переходим дальше. Ну и, соответственно, Владимир, вы говорили про порошки, которые вы используете здесь? Да, я сказал то, что в комплектации идет карбид кремния 220, либо оксид алюминия 240. То есть, если, допустим, мы работаем, опять же, с плоскостью, потому как ее мы используем для мясорубок, то я использую там 220 порошок. Если это именно ножевые блоки, то есть я использую оксид алюминия F240. Вот, поэтому здесь именно сейчас нанесен порошок с помощью специализированного, да, то есть шлифовального масла, вот, то есть который удерживает этот порошок на поверхности плиты. Хорошо. Итак, еще вопрос поступил по поводу круга для микронасечки. Вот, значит, круг для микронасечки поставляется вот в таком виде. Как Владимир сказал, перед использованием этого круга на него у нас есть жидкость шлифовальная жидкость для нанесения порошка
вот на эту планшайбу. Она идет в комплекте, можно ее докупить. Необходимо просто нанести небольшое количество, так скажем, вот этой вот жидкости на круг. Он поставляется уже полностью готовым, не надо никаких настроек, ничего. Вы наносите вот эту жидкость. Ну, это, во-первых, нужно для смазки. Во-вторых, это нужно для контролирования пятна контакта, когда масло выходит у вас на режущую кромку, Да, вы это смотрите. да. Вот, поэтому кругом очень просто пользоваться. Насколько его хватает, значит, эта серия кругов закупается в Германии. Стоит она, это профессиональные круги. Они действительно стоят дорого. Мы специально выбрали определенного поставщика, чтобы ресурс этого круга, чтобы вы вложили в эту инвестицию, и вам этого круга хватило, ну, не на 1 год, может быть, на 3, может быть, на 5 лет. Все зависит от вашей специализации. Все зависит от того, будете ли вы своевременно наносить и очищать его от примеси и наносить на него жидкость, не использовать на сухую. Но это профессиональный круг, который рассчитан на очень большое количество заточек. Нанесение микронасечки. Тем более здесь полотно не очень большое, и ножниц у вас в ассортименте не будет столько, сколько нужно будет наносить. Сколько у вас этот круг уже, Владимир? Ну, уже больше год уже года, есть, да? Да, год уже есть. Выработки у круга еще пока нету. Мы просматриваем, поэтому на нем много ножниц заточили? Ну, конечно, я просто могу прокомментировать то, что я делаю не только наношу микронасечки на грумерских ножницах, то есть также микронасечки восстанавливаются на гребенках филировочных ножниц, причем это может быть так же как человеческие, так и грумерские, но также к нам приходят хирурги, приносят стоматологические ножницы, то есть они примерно похожи на такие, будем говорить, увеличенные маникюрные ножницы для кутикулы. Но там именно завод-производитель делает вот именно вот эту насечку. И нам вот как раз стоматологи говорят, что нам в их работе это крайне необходимо. Ну и плюс еще также на хирургических, на обычных простых ножницах, потому что там они встречаются. То есть везде там, где она нужна, мы, собственно, ее там восстанавливаем. Вот, поэтому такой круг, опять же скажут, вот там как бы сколько он стоит, очень дорого, как его посчитать, то есть чтобы он там окупится, не окупится. На самом деле это ваша исключительная лояльность по отношению к клиентам. То есть приходит клиент, вы ему говорите, что здесь раньше это было, это снесли, и, собственно, естественно, тот человек, который это сделал, клиент на того человека, который это сделал, уже посмотрит, будем говорить, отрицательно, и, скажем так, будет уже вашим постоянным клиентом. Я не призываю, конечно, то есть как бы не сносить эти микронасечки или еще что-то, но я вам просто объясняю то, что это отличное, хорошее подспорье в вашей мастерской, потому что вы всегда это можете сделать. Если мы говорим о финансовой составляющей, то минимальный ценник за нанесение микронасечки мы берем 200 рублей. Да, кстати, я забыл еще и про портняжные ножницы, потому что портные зачастую они сами просят, чтобы мы наносили микронасечку именно на те ножницы, даже где этой микронасечки и не было. Вот, потому что у них точность среза, да, она должна быть максимальной, и поэтому этот круг, по факту вот сейчас в нашей мастерской, я бы не сказал незаменим, он незаменим, потому что кроме него мы микронасечку более качественно и профессионально нанести ничем не сможем. Но опять же, на сегодняшний день не все обладают этими технологиями заточки, нанесения микронасечки, поэтому это будет опять же вашим конкурентным преимуществом, лояльности клиентам и, соответственно, передача из уст в уста, сарафанное радио, которое будет к вам привлекать больше клиентов, ну и, соответственно, вы будете получать больше доход, получать моральное удовлетворение от выполненной работы, ну и, соответственно, что будет вас стимулировать к дальнейшему развитию и продвижению в этом вопросе. Банальные вещи, но они работают. Простые, банальные вещи. Просто вот к нам вчера пришли в мастерскую, принесли принесли ножницы, то есть вот именно профессиональные грумерские ножницы. То есть нанесение, то есть заточка 500 рублей плюс нанесение 200 рублей. В кассу уже упало 700 рублей, а не 500. Хорошо. Это приятно. Итак, наши что говорят? Зрители хотели бы узнать некие подробности работы с вот этой вот замечательной
Тяжелый. Тяжелый. Фиг оторвешь от стола. Вот такой вот Чугунины. чугунной притирочной плиты. Значит, в ассортименте нашей компании существует два вида плит. Одна вот такого размера 210 на 210, она с недавних пор начала выпускаться двусторонняя. Если ранее и вот эта плита, она рабочая поверхность только одна, то, то сейчас выпускается двусторонняя. Есть специальная деревянная подставка. Вы можете использовать, например, разделить. Здесь вы будете доводить ножи грумерские, а здесь, например, человеческие. Ну и также мы понимаем, что это просто увеличивает срок действия этой плиты в 2 раза. И стоимость по отношению к той увеличилась незначительно, что добавляет ценности в вашу мастерскую. Вот. Итак, Владимир, маэстро, прошу. Да, я сейчас такой вам покажу некий пример работы на чугунной плите, то есть расскажу ту составляющую, которую я... Все ли видно? Да, то есть ту составляющую... Я прошу покрупнее сделайте кадр. Да, подойдите к нам поближе. Вот, мы даже можем сюда вот пока убрать станок. То есть ту составляющую, которую я делаю, то есть что для себя я понял. То есть у нас есть 2 ножа, допустим, я могу опять же делать именно комбинированную доводку. Почему я делаю комбинированную доводку? Потому что я понимаю, что на фиксированном ноже у нас после конуса остается некая вышлифовка, а вот именно после того, как я делаю притир именно только плавающего ножа, то есть вот этот вот уже притир после сборки, он будет протекать гораздо быстрее, нежели чем если это будут 2 ножа, собранные после конуса. То есть я сейчас нанес алмазной пасты, прям буквально немножко беру керосина. То есть у меня вот алмазная паста 20 на 14, именно я ее использую как для доводки. И ном, то есть ее как раз можно разбавлять, и даже нужно разбавлять вот именно керосином. То есть мы быстренько подготавливаем чугунину, вот, то есть вот таким вот образом я ее начинаю растягивать. И также я добавляю чуть-чуть еще керосина. То есть у нас сейчас запах в нашем помещении достаточно интересный, керосиновый. Вот. Кому-то это может быть даже и нравится. Но на самом деле мы не испытываем никаких минусов от того, что в нашем сейчас... Издержки профессии, назовем это так? Профессии. Вот, то есть я беру плавающий нож быстро, то есть, это такая вот именно ускоренная доводка, то есть я беру сначала вот пальцы сюда и то есть вот таким вот образом, то есть сначала наискось сюда, потом наискось в эту сторону и заканчиваю здесь. Потом 45 градусов нож, таким делаю вигвамом. И потом переворачиваю еще раз 45 градусов и делаю вот такой вот вигвам. То есть моя задача на выходе получить однородное пятно контакта с наискось, по диагонали сформированной риской. То есть вы зададите вопрос, зачем это нужно. Я вам скажу то, что у нас сейчас все зубья, то есть все зубцы, опять же, Владимир, наверное, при всем своем желании, я имею в виду, это наш видеооператор, который нам сегодня помогает, собственно, вести вебинар. То есть, вы просто ее, наверное, не увидим, да? Владимир, сможем? Попробуем увеличить. Насколько это получится. Я, конечно, сейчас покачаю, но риска настолько мала. Вот я покачиваю. То есть у меня сейчас риска вот так вот она скошена осталась именно вот в эту сторону. То есть для чего мне это нужно? Для того, чтобы нож работал гораздо качественнее и прорабатывал вот эти вот, как их, будем говорить, кошачий волос, потому что это самый, наверное, кошачий волос, это самый капризный у грумеров. Поэтому если к вам приходит тетя, которая работает с кошками, то есть я вам,
просто рекомендую, то есть не прям вообще, как я сегодня использовал фразу настоятельно, да, настоятельно это если ошибка какая-то, а здесь исключительно такая вот рекомендация. Вот, поэтому работа такого ножа, то есть именно вот с такой комбинированной доводкой, хуже вы не сделаете, а только лучше. Просто многие, наверное, заточники, у кого есть уже в арсенале вот такие вот планшайбы, да и большие 350, иногда испытывают ну, какие-то, скажем так, ну, возражения, да, с точки зрения клиентов. Поэтому я вот после вот такой вот работы на притире, то есть научился эти возражения снимать. Ну, по крайней мере, пытаться Владимир, это делать. есть ли особенности по установке, ножа? Да. Да, правильно ли, как правильно совмещать ножи для стрижки? Это у нас информация, так скажем, засекречена, или мы что-то можем сказать нашим зрителям? Ну, на самом деле, я сейчас очень быстро показал засекреченную информацию. Вот такой вот я, сейчас скажу, вот такой ты еврей. Я ездил в Израиль, они меня укусили, поэтому... Вот. На самом деле это ну, именно проработка, почему делалось таким вот образом, потому что мне нужно было хаотично по всей поверхности зубьев нанести риски. То есть я сначала делал движение вперед, потом в бок, потом вперед, потом в бок. Соответственно, эти риски... Друзья мои, я еще хочу, перед тем, как Владимир протестирует нож, я хочу сказать о том, что, конечно, наш вебинар носит ознакомительный характер. О том, что мы проводим, больше показываем, какие инструменты. Технология – это все-таки результат нашей интеллектуальной собственности, многих заточников, и в том числе наших. И просто так мы, конечно, свои труды жизненные, мы не расстаемся. Поэтому для тех, кто хочет повысить свою квалификацию в этом вопросе с точки грумерских ножей, у нас есть отдельный курс повышения квалификации. Вы можете к нам приехать, ну и, соответственно, пройти это дело. Для тех, кто не может этого сделать, у нас есть возможность онлайн с вами связаться через мессенджеры, через Skype, все остальное. И примерно где-то сессия одна длится около часа, где персонально с каждым Владимир на возмездной основе уже поделится с вами какими-то секретами. Такое тоже можно быть. Возможно, обращайтесь в отдел продаж и оставляйте заявку на персональную консультацию преподавателя международной студии Академии заточки ADEMS. Да. Вот. Сейчас, ну вот я машинку собрал, то есть проверяю, ну она осталась в таком же самом, ну я имею в виду не в таком же, а состояние ее ни насколько не ухудшилось, оно только улучшилось. То есть вот я провожу достаточно быстро, да, и под самые прям вот пироги, как говорится, да, снимаю вот. То есть никаких у нас, я имею в виду ворсинок, как бы лишних каких-то не остается. Если говорить о вот именно, сейчас я приду, да. Извиняюсь, у меня упал. Вот, то есть, если мы говорим о вот это вот, ну, именно собачий, да, волос, ну, я говорю, какой-то такой вот уже свалявшийся валенок, но, тем не менее, вот, мы его также легко, вот, он прям как, ну, этот вот пух, мы его прям срезаем. То есть, у нас не остается никаких, ну, будем говорить, волос, то есть, которые не срезались. То есть, ну, понятно, что если мы возьмем человеческий волос, то это... Ну, уже... на практике мы показывать не будем, да. потому что... Да, человеческий волос, естественно, это состригаться будет вообще в лед, поэтому вот эта вот технология, это комбинация, которую мы, ну, просто сейчас вот предлагаем. То есть вы можете ее использовать, можете не использовать, то есть кому-то только достаточно одной... Бывают таланты, которые действительно могут только на станке сделать доводку, заточку ножа для стрижки волос. И чугунную плиту не использует. Именно грумерский. Да, грумерский. Кто-то использует комбинации, кто-то как-то. Но мы вам говорим, что под ваше мастерство, под ваших наставников или под наши знания у нас есть все необходимое для решения данного вопроса. Да. Все зависит только от вашего умения, желания развиваться и становиться лучше в вашем городе для ваших клиентов. Вот, я думаю, мы очень наглядно показали все, что хотели. Мы не все вам рассказали, но кто, как нам уже пишут, кто-то увидел секреты, даже их не рассказывая.
мы делаем это только для вас, и чтобы вам было комфортно работать, и чтобы ваше мастерство росло. Кого Что еще? заинтересовала чугунная плита, кого заинтересовали алмазные пасты, которые мы используем, кого заинтересовала вот это вот часовой онлайн, вы также можете писать в чат, наши менеджеры увидят ваши заявки, то есть вы можете прям оставлять заявки, и мы уже с вами свяжемся, мы вас проконсультируем более подробно, для того, чтобы сейчас нам не раздувать вот это огромное количество времени на то, чтобы вам это все рассказать. Поэтому пишите в чат, будьте поактивнее и, собственно, мы будем понимать. Да, итак, для заточки грумерского инструмента мы сегодня использовали станок ADEMS Full Drive с разными насадками, станок ADEMS Pro 2 с кругом для микронасечки, ну, водные камни и чугунную притирочную плиту. Ну и, конечно же, большой, огромный багаж знаний, которыми мы с вами поделились. Надеюсь, вам было приятно. С легкостью. Да, теперь для тех, кто дождался окончания вебинара, а я думаю, что мы практически его заканчиваем, вот, мы разыграем сегодня вот такой вот замечательный мангал, как раз в тему лета. Можно на своем приусадебном участке, либо где-то на выезде приготовить возле водички вкусное мясо. Вот сделан он окрашен данный мангал специальной огнеупорной краской, имеется логотип ADEMS, и мы его подарим. Самое его удобство заключается в том, что он архибыстро разборный. Да, он очень разборный, состоит буквально из 6 частей, все вынимается, выставляется, то есть он очень компактный, очень удобный. Итак, друзья мои, смотрите, что нужно для того, чтобы выиграть данный мангал. Я вот здесь вот сейчас напишу цифру от 1 до 50. Тот, кто первый напишет цифру, которую я сейчас здесь напишу, вот здесь сейчас пока ничего нет, тот и получит этот замечательный мангал. Нужно будет позвонить в отдел продаж, ну и, соответственно, организует его. Итак, вы уже можете от 1 до 50 писать цифру, а я буду ее сейчас здесь писать. Надеюсь, в кадр не попадет, как я все это делаю, чтобы, так скажем, не спойлерить. Я прикрою. Да. Итак, кто хочет выиграть вот этот мангал, можно уже писать в чат. Вам необходимо написать в чат цифру от 1 до 50. Кто первый напишет цифру, ту, которую я здесь теперь написал, получит этот мангал совершенно бесплатно. Благодарность того, что вы остались с нами до конца и смотрели. Пока вы пишете цифры, пока цифру я еще не увидел на экране. Так, задавали вопрос, Денис задавал, что делать после... Написали. Да? Написали уже? Или нет? Да, написал. Это цифра у нас 27. Ее уже выиграли. Ее довольно-таки быстро. Ник. Господи. Ну, вот такой вот интересный ник. Поэтому всем, прям так и называется? Всем большое за быстрое участие. Да, цифра 27. Ее выиграли. Поэтому связывайтесь через наш сайт с отделом продаж. Подтверждайте ваш аккаунт. Ну и, соответственно, получите мангал совершенно бесплатно. Итак, по микронасечке она не восстанавливается, то есть после того, как она износится через 50 лет, то вы можете, это дело просто приобрести новое. Просто через 100, да? Не через 50, а да. Через 100. Итак, всем большое спасибо за участие. Всем, кто нас смотрел, до новых встреч. Пишите, комментируйте к данному видео, что бы вы хотели в дальнейшем получить, какую информацию от нас, и мы подготовимся и с вами свяжемся. Следующий вебинар пройдет 28 июля. 28 июля. Следите за анонсами и темой этого вебинара. У вас еще время есть скорректировать тему и, соответственно, ответить на злободневные вопросы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день при обработке и заточке инструмента.
Я выражаю огромную благодарность преподавателю Академии Заточки Адемс Владимиру за то, что он Спасибо. приехал, за то, что он поучаствовал, ну и ответил на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока, До свидания. до свидания.